Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео поговорим о том, почему нельзя говорить на здоровье, почему нельзя употреблять эту фразу, почему от нее нужно отказаться и какие слова правильнее было бы говорить. Давайте вместе с вами в этом видео будем разбираться. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, потому что эта информация касается каждого. Каждое слово, которое мы с вами произносим, несет в себе свой смысл, определенное значение. Но также каждое слово способно притягивать потоки различных энергий. Поэтому очень важно следить за манерой своего разговора. Подбирать правильно слова, чтобы вам не пришлось потом жалеть о том, что жизнь наполнили различные проблемы и всевозможные неприятности. Вы должны понимать и то, что буквы и звуки, которые мы с вами выговариваем, произносим, транслируем в этот мир, это энергетические посылы. И у каждого, вот именно что у каждого человека они будут абсолютно разные. Нет даже похожих между собой. Вы, наверное, удивитесь, ведь сразу подумаете о том, что слова то многие люди говорят одинаковые. Как же посылы тогда разные? Вы знаете, здесь все очень просто. У каждого человека свой особый тембр голоса, который не повторяется, и каждый по-своему вкладывает эмоции в каждое слово. Также каждый по-своему ставит ударение в момент разговора на том или ином слове, и это все образует особую энергетику вокруг данного человека и, соответственно, притягивает к нему в большем количестве те энергии, которые он излучает. Правильно подобранное слово способно влиять на нашу жизнь, на наше душевное состояние. Словом можно как помочь человеку пройти через любые трудности, какие-то тяжелые жизненные моменты, справиться с поставленными целями и даже бедами. Также избить человека с выбранного пути, испортить ему жизнь, отобрать семью, работу, планы, притянуть беды и несчастья. Научиться управлять словом очень непросто, но когда человек это постигает, он способен полностью менять не только свою жизнь, но и тех, кто его окружает. Осторожно нужно относиться к словам, которые вы говорите в гневе, так как негатив, который на том этапе вылетает от вас, способен причинить не только вред тому, кому он адресован, но и вам. Он может окружить вас негативом во много раз больше, чем вы в него вложили. А если у человека выставлена защита от такого влияния, то этот негатив вернется к вам. Только будет он уже, к сожалению, разрушительным, что значительно скажется на вас, а также перекроет поступление энергии в вашу жизнь. Очень опасные слова, которые родители в гневе говорят своим детям. Действие таких слов очень снять практически невозможно. Если у того, кого вы этого говорите, еще и слабое биополе, то знаете, что такие слова способны полностью перевернуть жизнь. Все слова, которые обидные, матерные слова, которые вы используете в каком-то моменте, когда вы ругаетесь, к сожалению, несут в себе достаточно сильный разрушительный негатив. Они способны приносить проблемы в вашу жизнь, мешать вам в достижении целей, отбирать у вас важные на данном этапе энергии. Люди делятся на категории, которые могут создавать что-то вокруг себя с помощью слов, или же наоборот, разрушать все то, к чему они будут прикасаться и с чем они будут сталкиваться. Есть категории слов, которые способны открывать перед нами новые жизненные этапы, новые возможности, помогать нам получить то, что мы очень сильно желаем и ожидаем. Ну а есть категории слов, которые мешают добиться всего, и за что бы человек не брался, который их употребляет в своей повседневной жизни, он не сможет этого получить, а на пути будет терять все то, что у него уже есть. Слова способны открывать сильные энергетические потоки, поэтому нужно делать все правильно, для того, чтобы эти потоки были положительными, с каждым разом только улучшали вашу жизнь. Также на судьбу человека способно влиять и такое обычное, всем нам привычное слово, которое мы употребляем чуть ли не по несколько раз в день, и это слово «на здоровье».
Многие из нас, не зная этого, и употребляют его сами себе, и тем самым приносят множество проблем, особенно если это будет касаться здоровья. Когда вы произносите «на здоровье», это означает, что вы готовы с данным человеком, к которому оно относится, поделиться собственным здоровьем, что вы не нуждаетесь в таком здоровье, как у вас есть на данном этапе, и готовы его отдать, что, соответственно, через короткий промежуток времени начинает притягивать к вам эти проблемы. А вы, не зная и не понимая, что нужно прекратить его употреблять и провести ритуал, который сможет восстановить ваше энергетическое поле и вернуть вам силы, будете усугублять данную ситуацию все больше и больше, еще с каждым днем. А если вы это слово будете употреблять в разговоре с человеком, у которого имеются достаточно сильные проблемы со здоровьем, или же у него какие-то хронические заболевания, то таким действием вы разменяетесь с ним энергиями, которые напрямую за это отвечают, и отдадите ему свое здоровье, а у него заберете его проблемы. Также, когда к вам приходят в дом, вы чем-то кого-то угощаете. Вас за это что? Благодарят. А вы в такой момент снова-таки употребляете слово «на здоровье». Это означает, что вы готовы делиться своим благополучием и что вам много того, что у вас имеется, вам столько не требуется. Поэтому часто у людей начинаются проблемы, возникают ссоры в семье, пропадают деньги, человек не может более себе позволять столько купить, и вот приходится экономить. И все это значительно ухудшает уровень жизни. А у того человека, с которым вы поделились своим благополучием, наоборот, жизнь начинает меняться в лучшую сторону. А если вы еще в этот период поделились своим благополучием с нечистосердечным или завистливым человеком, то в такой момент к вам перекроется доступ любых энергий, что образует вокруг вас энергетический застой, из-за которого ваше биополе станет разрушаться, и вы станете подверженными любому влиянию извне. В такой период вас будет легко сглазить, навести на вас порчу, что полностью разрушит вашу жизнь, и вернуть в прежнее русло просто-навсего будет невозможно. Также, если часто кому-то говорить это слово «на здоровье», вы этим можете данного человека сглазить, отобрав у него здоровье, и у такого человека могут действительно начаться проблемы со здоровьем. Поэтому, чтобы не думать, кому вы можете принести проблемы, используя данное слово и уберечь себя от них, перестаньте его употреблять, замените его другими, более безобидными словами, которые, наоборот, будут вам помогать и притягивать, что немаловажно, положительные энергии в ваш дом и вашу жизнь. Так хорошо употреблять вместо «на здоровье» говорить «во здравие». Это уже будет означать, что вы желаете, что эти хорошие действия, которые произошли в вашей жизни и притянули положительные энергии, пошли вам и тому, кому вы это слово адресовали в здоровье, и тем самым вы еще его и укрепили. Есть еще одно слово, которым можно заменить слово «на здоровье», и это слово «пожалуйста». Оно будет выказывать вашу благодарность и тем самым окружать вас светлыми энергиями, которые будут притягивать такие же. Очень важно, чтобы вы научились употреблять правильные слова. Благодаря этому вы сможете делать свою жизнь только лучше. Старайтесь меньше в своей жизни употреблять частичку «нет» или «не». Так вы целенаправленно отправляете посыл, что вы знаете и понимаете, что не сможете с чем-то справиться. Ну, например, «не буду никогда иметь таких денег». Говоря так, вы действительно никогда не будете иметь денег, а только денежные потоки будут вас преследовать. Или очень распространенная фраза «я недостойна». Это означает, что вы сами не верите в себя, в свои силы. Соответственно, они у вас и не появятся, и вы не сможете достичь желаемого результата. Вам нужно наоборот употреблять слова с положительным смыслом, что вы можете, что вы желаете, и обязательно получите все то, что только пожелаете и увидите. Так обязательно и будет. Немаловажным является то, что нужно научиться правильно поддерживать беседу, особенно когда вы сидите за столом в своем доме, так как стол, как вы знаете, это сакральное место, и оно способно притягивать потоки энергии, а также приумножать все то, что его окружает.
Разговоры, которые ведутся в негативном контексте, будут притягивать и сильный негатив, быстро распространять его по дому и влиять на всех тех, кто живет в нем, нарушая тем самым энергетические потоки, сон, настроение, эмоции. Поэтому не стоит, сидя за столом, кого-то обсуждать, стараться затронуть тему, которая болезненна, возможно, для кого-то из членов вашей семьи или же для гостей, которые находятся в вашем доме. Не стоит задавать и неловкие вопросы, чтобы человек старался выкрутиться, и тем самым он осознанно или неосознанно будут начинать притягивать негатив. Воздержитесь и от разговоров о финансовых возможностях тех, кто у вас в гостях. Это не только неприлично, но и способно принести непоправимый энергетический вред. Разговоры должны быть всегда эмоционально легкими, наоборот, доставлять вам радость, удовольствие. Ни в коем случае не унижать никого. Только так в эти моменты к вам и с тем, с кем вы их ведете, будут поступать потоки сильных положительных энергий, которые вам будут в этом помогать. Вы также должны понимать и то, что все эти слова, которые вы произносите в своей жизни, это слова обязательно возвращаются в вашу жизнь. То, что вы транслируете в этот мир, то, что вы говорите, когда вам хорошо или когда вам плохо, это все возвращается, потому что мир дает отзеркаливание. Это вам нужно осознавать и понимать. Многие не думают об этом, и, возможно, вы замечали, есть люди, от которых никогда не услышишь никаких некорректных слов. И вы знаете, даже у таких людей жизнь, она совсем другая. Да, этому нужно учиться. Есть люди, которые, прочитав книгу какого-то интересного человека, сейчас вы знаете, очень много всевозможных книг и в интернете, и на книжных магазинах, и знаете, человек открывается и видит мир в другом свете, он видит его и понимает то, что он является Богом, он является Творцом и архитектором своей жизни. И это очень важно осознавать и понимать, потому что каждый из нас творит свою вселенную. Самый простой пример. Когда вы приходите в свой дом или в квартиру, вы закрываете дверь, и с этого момента вы начинаете созидать. Вы думаете, как вам украсить свой дом, что вам приготовить на обед, на завтрак или на ужин, что вы сегодня хотели бы посмотреть, почитать и так далее. Также в вашем доме происходят определенные разговоры. Это ваша вселенная, которую вы сами создаете и строите. Вот так самое и в жизни. Поэтому вы должны научиться стараться как можно меньше говорить негативных слов. Особенно это когда касается такого, что вы находитесь где-то в том месте, где к вам недоброжелательно. Но это не значит, что вы должны нести этот негатив. Вы, наоборот, стараетесь нести любовь, мир, гармонию. Даже если вам не нравится, что по отношению к вам несправедливо с вами обращаются, говорят, делают и так далее. Вы должны понимать, что в Вселенной всегда есть баланс. Только проблема вся в том, что мы с вами, люди, этого не видим. А если бы мы видели, мы бы даже радовались тому, как происходят те или иные события. Дело в том, что не мы судьи и не нам решать, а каждый человек сам творит свою жизнь, свою вселенную, свой мир. Поэтому не зацикливайтесь на том, что вы хотите кому-то отомстить. Помните, бумеранг всегда возвращается. И он возвращается всегда в тот момент, когда человек не только не ожидает, а у него после этого начинают происходить определенные моменты и так далее. Поэтому не обижайтесь на судьбу, не обижайтесь на людей, которые рядом с вами. Просто посылайте им гармонию, любовь и благополучие. А слово на здоровье постарайтесь больше его не использовать, потому что таким образом вы просто отдаете свое здоровье другим людям. Да, кто скажет о том, что ой, я постоянно говорю, и с моей жизнью ничего не происходит, у меня здоровье прекрасно, я занимаюсь физкультурой, я веду здоровый образ жизни, я питаюсь правильно и так далее, и так далее. Но вы должны понимать и то, что все имеет накопительный эффект. Чем бы вы ни делали, чем вы не занимались. И в какой-то момент это все накапливается. И представьте себе стакан, в который капает по капельке воды. И в один момент вот эта вот одна буквально капелька, и вода начинает уже течь из стакана. Вот так и в жизни. Поэтому будьте умудрее. Это иногда очень сложно, особенно в нашем тяжелом мире, но помните о том, что вы сами строите свою жизнь, вы сами созидаете и
творите, помните об этом. Поэтому научитесь употреблять правильно слова. Конечно, это сложно, но вы на интуитивном уровне вы это можете прочувствовать. На все, правда, нужно время, навыки и опыт. Но это каждому человеку дано. Помните об этом. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, услышимся в следующем видео.